привет, дорогие друзья, с вами Александр Шавлюк на канале Юрексперт. Сегодня мы покажем вам, как в Украине в очередной раз нарушается Конституция України и права человека. Ви без маски мене не хочете обслужити, правильно? Ви мене, будь ласка, не знімайте, ви не маєте права. Обязательно досмотрите наше видео до конца, так как под конец вы увидите, как продавцы в Украине нарушают конституционные права не только граждан, но и правозащитников, которые эти права отстаивают многие-многие годы в судах Украины. Я со своей женой, а также со своими друзьями зашли в продуктовый магазин в городе Винницы по адресу Пирогова 78. Именно по этому адресу находится фруктовая лавка, то есть магазин, где продаются фрукты. Так вот, зайдя в этот магазин, я увидел продавца, которая сидела, понятно, без маски, поскольку действительно на улице жара. Но увидев меня, девочка, наверное, решила немножко проявить свою якобы смышленность в юридических вопросах, для чего она быстро одела себе маску. И что вы думаете, сказала мне? Да, вы правы. Она попросила меня тоже одеть маску. А теперь посмотрите, как тот продавец, который был уверен в своей правоте, прячет свое милое личико от камеры, нарушая Конституцию и закон Украины о защите прав потребителя. То есть ви без маски мене не хочете обслужити, правильно? Ви мене, будь ласка, не знімайте, ви не маєте права. А чого ж немає? Я вас знімаю. Розкажіть всій Україні, що ви без маски не обслуговуєте громадян. Ну ось так, дорогі українські народи, работають. Конечно, я его публикую в YouTube в своем канале. Так что директору привет. Теперь вы на свои глаза увидели, дорогие наши зрители, как продавцы, которые считают себя как бы правыми, бегут от камер. Напоминаем, что мы снимали не человека, мы снимали правонарушение этого человека. Нужно хорошенько понимать разницу между этими двумя понятиями. Дорогие наши зрители, если вы не хотите, чтобы ваши права так нагло нарушались, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими близкими и знакомыми, а также в своих социальных сетях, чтобы как можно больше людей знали правду и знали, как защитить свои конституционные права.